Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 300. Ухелянд бежал с окраины. Дамы и господа, друзья, залетный зритель, здравствуйте! Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Я не лысый таксист, меня зовут Сергей. Очень приятно. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обеих. Музыка, влоги. Можете перейти по ссылочке или в описании найдете ссылки. То есть QR-код и ссылки в описании найдете. Перейти, посмотреть, понравится, подпишитесь. Вся музыка, озвучка для роликов делаю я сам, и там вы найдете музыку на разных языках также, да. И для этого канала я тоже делаю всю сам. Также видите, QR-код — это телеграм-канал, был создан специально для этого канала, чтобы могли поделиться своим мнением, роликом, да вообще просто подискутировать. Адекватные люди, добро пожаловать. Канал небольшой, маленький, но удаленький. Все адекватные, да, немного спорят, дискутируют, но все в разумных рамках. Вот. Ну теперь, по превью и название ролика вы догадались, о чем пойдет речь, друзья? Догадались, да? Мы снимали типа такого ролика уже. Вы знаете, что космическая индустрия, Украина — это первая страна, которая вообще с космической индустрией связана как-то, чтобы они везде были первыми. Вы мне не верите? Ну, может быть. Да, я могу много говорить, но дело в том, что я мой контент базируется на том, что я нахожу для вас различные ролики в различных соцсетях, делаю нарезочку, комментирую, разбираю. Вы также комментируете. В комментариях оставляйте свои комментарии. Да, что-то заговорился я уже. И я оставляю, между прочим, иногда свои 5 копеек. Да, это надо для Ютуба, так как ролики чужие, и я их не могу просто так выставлять. А если я делаю разбор, это все правильно и официально. Так что я покажу вам один ролик. Тулуз. Там находится музей космонавтики. И очень интересно. Мне, кстати, очень там понравилось. Ну, нет, я там не был, мне понравился этот ролик. Как эта девушка рассказывает. Давайте посмотрим. Во Франции, в Тулузе, есть хороший музей, который я советую посетить всем, кто там будет. Это даже не совсем музей, это космический городок. И вот что привлекло мое внимание. Оказывается, крупнейшая в мире космическая индустрия на Украине. Опа-ля, поворот какой, да? На Украине крупнейшая космическая индустрия. Все-таки я был, наверное, прав. Напишите вы мне, скажите-ка, правда ли это или нет? И первого космонавта в космос запустили тоже украинцы, а не СССР. Вот так вот. А как была фамилия его? Там все написано на французском и украинском языке. Есть все подтверждения. А еще, оказывается, Гагарин тоже украинец. И Королев – украинский конструктор. Терешкова тоже представлена как украинка. Вот так вот. Угу. Но вот почему-то город Москва фигурирует в тексте в разных местах. Наверное, забыли вычеркнуть. Но вообще музей классный. Тут можно совершить полет на Луну. Садитесь в специальную капсулу, и она настолько быстро вращается, с гулом, с шумом. Тоже украинцы сделали. Но вы не ощущаете это вращение. Вас настолько приклеивает к креслу, что вы не можете даже поднять голову и повернуть ее влево или вправо. Некоторых после такого полета даже тошнит. Ну а потом идет приземление на Луне. Тоже вы это все ощущаете, как наяву. Жалко, конечно, что во время полета нельзя снимать. А также там представлено очень много наших советских космических кораблей. И в них можно побывать внутри, посмотреть, что ели космонавты. Что ели космонавты. Ну, наверное, интересный, кстати, музей, да, если, конечно, без этих приблуд, да, всяких. Самая большая космическая индустрия. Как вы на это смотрите? Самая большая. Напишите мне, как можно на такой бред реагировать. Я вам сейчас покажу еще один ролик, да, про фараонов. Тоже был, да, я снимал уже про фараонов. Но просто мимо этого нового ролика я уже не мог пройти. Просто поржать интересно, да. Да, перед тем, как мы к этому ролику перейдем. Небольшая рекламка. Реклама компании моего друга, поэтому реклама бесплатная. Он занимается перевозками. Cargo In доставляет грузы по всему миру, Европе, страны СНГ, Россия, включая Россию. Да-да, вы не ослышались, также можно в Россию. Компания находится в Германии. Это все делается четко, быстро и без всяких заморочек. Если вы обратитесь от канала Влог 360, вы получите небольшую, но все же получите скидку.
все контактные телефоны, электронная почта, вы найдете все в описании под этим роликом. Ну а теперь мы посмотрим с вами про фараонов. Это даже очень интересно. Фараони, які вони, на кого були схожі та чи могли предки українців бути володарями древнього Єгипту? О, какая с Древнего Египта, давай. Ой, я не могу без ржача это смотреть. Воїни з оселедцями та тризуб на гробницях фараонів. Нові провокації та несподівані відкриття у нашій програмі. Вам цікаво, чому український тризуб зустрічається на гробницях? Ясно, украинский трезуб встречается на пирамидах. А еще есть машина Мазерати, там тоже трезуб. Не вы случайно ее сделали? Ну, в космос первые летали, индустрия большая, чтоб Мазерати-то не сделать, да? Легко. Єгипетських фараонів. Арії вийшли 7000 років тому саме з території України і розійшлися по світу, щоб предки українців дійшли до Єгипту і утворили навіть перші династії фараонів. Неймовірно, але у назві головного єгипетського храму Хет-Капта Валерію Бебеку вчувається українська хата птаха. Нынешние египтяне А я промолчу. тоже пришлый народ. И никакого отношения к тем древним египтянам они не имеют. Звідки ж тоді на давньоєгипетських артефактах взявся український тризуб? Вот опять трезуб, видали? Ну, это перемога. І чи український він взагалі? Держави і влади фараона був Богор. Богор – це сокіл. А сокіл, падаючи на землю за здобиччю, він нагадує на тризуб. Тут пов'язати з українцями неможливо. Тисячоліття до нашої ери тодішні фараони Єгипту, я думаю, найкраще про це скажуть імена фараонів Киянської династії. Укрмір. Ребят, ваше мнение, Гефракт, то есть спрошен, будь спрошен. Напишите, в общем, комментарий, откомментируйте. У меня слов нету, слюни нахрен остались. И вот это показывают все по телевизору, да. Вот как можно промыть мозги? Все же фараоны, Украина, тут вообще никак не вяжется. Ну, для них это, оказывается, вяжется, это все прекрасно. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Будьте конструктивными, адекватными в ваших комментариях. Если вы такой эмоциональный, ну, переходите нам в телеграм-канал, да, там можете немножко душу шире открыть, но без мата. Адекватным людям добро пожаловать всегда. Спасибо, что досмотрели канал до конца. Ролик. Я заговорился, все уже. Я записываю третий ролик сейчас, так время появилось немножко. Извиняюсь, да, уже заговорился нахрен. Спасибо, что досмотрели все-таки до конца ролик. Всем добра, удачи. Тарас і Ганна будували піраміди в Єгипті. Ага, дід Гани був фараон, і золота він, і навіть крокодила він мав як свій дім. Тарас взяв лопату, Ганна мотузку, сонце пече, а вони сміються круто. Фараон дід дивився з трону, ай-яй-яй, ще один блок і буде вам рай. Мумії танцюють, кішки гудуть, тут сміх і пісня по всьому Нілу б'ють. Фараон дідо підкинув жезл золотий, хто сміється перший, той буде герой.